Здравствуйте, меня зовут Константин, и в этом видео я покажу вам, как в таблицу инструментов SolidCAM 2021 добавить инструмент для мелкоразмерной обработки. В данном случае нам нужно обработать вот эту деталь. Эта деталь небольшая, у нее внутренний диаметр 9 мм и диаметр, где у нас середина радиуса, 7,7 мм. И еще нам нужно сделать канавку на диаметре 9, глубиной 2,2 мм и шириной 2 мм. Инструмент с пластинами в данном случае нам не подойдет, нам именно нужен инструмент для мелкоразмерной обработки. Для начала нам нужно его подобрать и скачать. Для расточки я буду использовать вот такой инструмент. Это инструмент, сделанный из твердосплавного прутка. Я определил все параметры, выбрал нужный мне инструмент по параметрам. Давайте я его добавлю в сборку. И еще добавлю держатель для этого инструмента. Допустим, такой. Диаметр я возьму оправки 25 мм и также добавлю сборку. Для того, чтобы у нас инструмент импортировался правильно, обязательно 3D представление вам нужно скачать подробное. Скачиваем сборку и откроем ее в SolidWorks. Вот в таком виде у нас скачалась сборка. Обязательно нам нужно, чтобы наш инструмент состоял из двух твердых тел. Первое, это у нас будет как бы наша державка, а второй элемент, это будет наша пластина. Я такой инструмент скачал. И так как нам нужен один инструмент, второй инструмент я просто погасил, но он у меня есть. То есть он нам второй не нужен. После этого нам нужно поставить системы координат для импорта инструмента. Первая система координат — это точка крепления, где будет крепиться в блоке наша державка. И вторая система координат — это для нашей пластины. Обратите внимание, что ось Z должна смотреть параллельно. Ось Z смотрит вверх. X у нас в сторону державки, ось Y в левую сторону. Если вы поставите оси не так, как они стоят у меня, то у вас ничего не получится. Переходим в проект. Для начала нам нужно задать траекторию обработки. Давайте я вам покажу. Траектория должна, то есть мне нужно расточить диаметр, сделать радиус
и проточить там. И еще я хочу сделать фаску и выйти дальше детали. Так вот, если вы выберете траекторию с канавкой, у вас инструмент будет заходить в эту канавку. Поэтому вам нужно выбрать прямую траекторию без геометрии канавки. Переходим в инструмент. Обязательно переключитесь на вашу сборку. И теперь нужно сделать импорт сборки из кадовской программы. Нажимаем кнопку, говорим ОК и создаем как токарный инструмент. Вот у нас импортировалась вся наша сборка. Теперь мне систему координат на державке нужно поставить первую. На державке, как бы, где у меня стоит пластина, я ставлю также первую систему координат. И на пластине я ставлю вторую систему координат. Нажимаю ОК. И смотрю, что у меня получилось. Вот моя сборка. И давайте я ее установлю в станцию, в позицию, допустим, 3. Для начала я поставлю туда блок. И посмотрим, как это будет на станке. Блок мне нужно повернуть на минус 90. Инструмент я здесь ставлю 0. Поворачиваю на 90. Да, и видите, да, некрасиво. У меня расточной блок диаметром 40, а державка диаметром 25. Я тогда еще поставлю и переходную втулку 40 на 25. Вот у меня появилась втулка переходная. Я инструмент выдвину по оси X. Ну, допустим, вот так. И теперь мне его нужно развернуть на 180 градусов по оси Z. Тоже немаловажно, это режущая точка. Если мы посмотрим на режущую точку, то она в данном случае определилась правильно. Он определил сразу радиус, SolidCam определил радиус автоматически и поставил точку резания. Сейчас у меня все правильно. Принимаю. Перехожу в уровни, так как у меня там все будет очень-очень близко, мало места, то безопасное расстояние, конечно, нужно ставить в 9, меньше. Черновая обработка. Также небольшие значения съема и отвода. Делаю чистовую.
Также можно без компенсации, можно с компенсацией. Стратегия: обязательность перемещения внутрь и подводы-отводы. Сохраняю, высчитываю. И посмотрю на визуализации. Данная визуализация — это SolidCam. Давайте запустим. И посмотрим. И давайте я вам кое-что покажу. То есть я еще делаю фаску, потому что я хочу сделать полностью деталь и отрезать ее. И теперь я могу посмотреть на расстояние. Вот у меня есть расстояние D 0,239. То есть у меня между поверхностью радиуса и моей державкой всего лишь 0,2 миллиметра. Ошибок не выдало. То есть у меня все хорошо. Если вы мне не верите, да, давайте мы, допустим, значение я поставлю. Пусть будет 3 миллиметра безопасное расстояние. Сохраним, высчитаю. И также посмотрим на визуализацию. Смоделируем. И здесь он мне показывает коллизии, если они есть. То есть вот я задел задней частью державки при отводе, и здесь то же самое. То есть все здесь показано. Еще раз тогда я исправлю на 0,3 миллиметра. Сохраню, высчитаю. И еще раз сделаю машинную визуализацию. Визуализацию SolidCam. Все хорошо. Теперь мне нужно еще сделать канавку. Для канавки мне также необходим инструмент. Я его также нашел на сайте Искар. Он также для мелкоразмерной обработки. Выглядит он вот так. То есть мне вот эту часть, длину, да, на какую длину резать канавку, мне она большая не нужна. То есть мне достаточно вот этого. Я этот инструмент также скачал. Вот в таком виде. Опять же, не забудьте поставить системы координат. То есть одна система координат будет вот в таком виде. То есть Z, скажем так, по оси вращения инструмента. X направлена от пластины, и на самой пластине система координат, опять же, ось Z направлена вверх. X направлена в сторону державки.
Ну и Y перпендикулярно оси X. Вот в таком виде у вас должны быть системы координат. Захожу в операцию. Создаю новый инструмент. Но перед этим мне нужно открыть окно с моим канавочным инструментом. Открыли окно и импорт сборки из CAD программы. Создаем как токарный. Здесь изменяем систему координат на 1. Здесь, так как у нас канавочный, нам нужно изменить токарный инструмент на обработку канавки, иначе у вас также ничего не получится. И задаем систему координат вторую. И жмем ОК. Давайте я его поставлю в 9-ю позицию. Давайте переименую, чтобы не было такого длинного названия. Также добавляю блок для расточного. Сразу перейду, посмотрю на станке. Да, у меня блок встал маленько неправильно. Поворачиваю на минус 90 градусов. Сам инструмент также поворачиваем на 90 градусов. Вот он в таком виде. Давайте сделаем вот так. Добавлю переходную втулку 40 на 25. Втулка установилась. И, допустим, я хочу такую же державку, которая у меня была на расточном инструменте. Я говорю копировать компонент. И вставить. И державку также, то есть оправку, где у меня стоит этот инструмент, я поворачиваю на 90. И по оси Z я задвину. Вот в таком виде у меня было, я быстро собрал инструмент и на 180 градусов повернул. Здесь также очень важна режущая точка. В данном случае у нас режущая точка находится справа. Мне ее нужно перенести на левый край. Для этого я ставлю галочку вершина резца и по Z я смещаю на 1,5, так как у меня ширина пластины 1,5 мм. И вот моя режущая точка красная, она переместилась на левую грань. То есть SolidCAM будет считать всю траекторию от левой грани.
Все, принимаю. В геометрии по умолчанию здесь всегда стоит ограничить по углу. Давайте мы поставим эту галочку. Я вам покажу, что получится. Перехожу в окно CAM операции. И если я сейчас сгенерирую, сделаю расчет траектории с галочкой ограничить по углу, то у меня получится как-то так. Если у вас что-то подобное и не получается, обращайте внимание, что если убрать галочку ограничить по углу, то траектория станет корректной. Или вы получите то, что вы хотите. Все замечательно. И после этого всего я хочу эту деталь отрезать. Давайте посмотрим на визуализацию, как это выглядит. Подрезаем торец, протачиваем по наружу, сверлим, растачиваем. Делаем канавку. И отрезаем с фаской. Вот так мы используем в данном случае инструмент для мелкоразмерной обработки. И давайте я вам еще покажу, как это будет выглядеть на машинной визуализации. Если на машинной визуализации у нас не будет никаких коллизий, столкновений, и вы поставите весь инструмент с такими же вылетами, как вы сделали с солидками, такие же патроны, такие же патроны. Да, у меня там, это я пробовал, у меня там инструмент, но вот в таком виде можно сделать всю сборку на станке. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть на машинной визуализации. Сделаем скорость поменьше и давайте запустим. Подрезаем торец, протачиваем по наружу, сверлим, растачиваем. Делаем канавку. И отрезаем нашу деталь. Давайте посмотрим на инструмент. То есть инструмент у нас здесь такой же, какой мы импортировали. То есть если это канавочный, вот расточной. То есть все
как у нас будет в реале. Здесь все то же самое. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы будете пользоваться. До свидания.